станцию Дружбы народов, площадь Льва Толстого и даже строящаяся станция Проспект Правды будут переименованы. Наташа, вы когда начали говорить, перечислять станции, я, знаете, где-то на микродоли секунды первая мысль в голове: вдруг построили хоть что-нибудь, хоть ларек в масштабах, я имею в виду, метрополитена. Такого, именно там справочку. Что тут сказать? С 2010 года в Киеве я успел еще застать то, как Киев приводили в порядок в 2010, 2011, 2012, 2013, когда сменили Черновецкого, завели Попова. Он такой хозяйственник, ему помогал Азаров очень сильно, как премьер он курировал столицу. Почему я многие детали стройки и порядочных людей знаю? Потому что, допустим, мой поднадзорный объект — это Юго-Западная железная дорога, центральная дорога Украины. Ее, кстати, тоже переименовали, по-моему. Она не ездит уже, но зато переименовали. Ей руководил Алексей Кривопишин, великолепный менеджер, такой от бога начальник дороги. Так вот, многие объекты и строительные задачи по городу, особенно авральные, выполнялись, как неудивительно, силами железной дороги. Там все в порядке было у Кривопишина. Я к чему? Я застал, когда строились развязки, когда ремонтировались мосты через Днепр, когда построили Дарницкий мост и запустили его. Я застал, когда город начали приводить в порядок. Ну и потом уже я застал, когда пришел Кличко и комбанда, и пошла вода в хату. Засранный город, списывание денег на то, чего не производится, допустим, на ливневке, на ту же уборку снега, когда снег не выпадал. Постройка этого моста Кличко, который треснул, как он туда зашел, и который оказался в 2 раза дороже аналога корейского, если я не ошибаюсь. В общем, я к чему? Я понимаю, сейчас военная ситуация, недостроек новых станций, но с 2014 года, после того, как страну перевернули вверх тормашками, у Кличко, у его сателлитов было более чем достаточно времени в городе хоть что-то полезное сделать. Ну, ничего вообще. Поэтому доля секунды была какая-то, я думал, неужели покрасили или там привели в порядок эти станции, или может быть что-то. Не. Это нереально, это не суть их природа. Их природа — базарить, болтать и при этом мощно тырить. Вот все, что пришло после 14-го, оно природнее, в естественном смысле своего слова, их, наверное, так создали для этого. Они могут только грабить, разбазаривать, воровать и переименовывать. Не, еще гимны петь, руку на брюхо класть в район, на брюхо если положить, там где сердце, глядишь, как и на сердце смотрится. И завывать там наш гимн государственный. Но при этом тырить. Поэтому я полагал, что вы что-то скажете такое сверхъестественное, а оказывается переименовали. Мы как-то подсчитывали, что за все время этих переименований дебильных после Майдана мостов, улиц, городов, там, других населенных пунктов, в лучшем случае эти балбесы потратили денег страны на $1 миллиард. Ведь речь же идет не только о том, что принято решение, теперь это мост там такой-то или город теперь другой, не Кировоград, например. А это же меняется все, меняются карты, меняются вывески. Вот, $1 миллиард, представляете, на весь этот хлам, на все эти их новые названия, особенно очень часто противоречивые названия. Вот. То, что 9 лет государство находится в такой темряве, с такими же темрявыми лидерами.